Всем привет, меня зовут Ткачук Ирина, и я являюсь мастером, владельцем студии перманентного макияжа T-Lab. Сегодня у нас долгожданное видео, было очень много запросов на губки, и мы хотели бы вам представить сегодня мастер-класс по губам. Поможет нам в этом замечательная девочка Лера. Ну что, приступим. Начнем мы с отрисовки формы. Отрисовку формы я делаю обычной гелевой ручкой красного цвета. Карандаши не очень люблю использовать. Я люблю, когда контур виден ярко, четко, тогда видны все какие-то моменты по асимметрии. Прежде чем рисовать, мы должны протереть губки хлоргексидином обязательно, да, убрать остатки макияжа, если есть мицелляркой, и потом после этого протереть хлоргексидином. Макияжа у нас здесь нет, поэтому я беру сразу хлоргексидин. Отрисовку я начинаю с того, что нахожу центральную точку. Там, где у нас есть бантик, вот центральную точку. И ставлю себе пометочку. Далее, точно так же точечно я нахожу две самые высокие точки бантика. Раз и два. С этой стороны у нас четкий контур, ярко выраженный. Здесь немножко он съеденный. Но в силу того, что рельефа сильного губы нету, я могу буквально на полмиллиметра поднять эту линию и выровнять визуально губы. Наметив себе вершины, теперь я их соединяю. Никогда не старайтесь закрасить вот эту вот зону перманентом, потому что если мы приоткроем и закрасим вот здесь вот перманентным макияжем, цветом закрасим эту зону, когда рот будет закрыт, визуально будет выглядеть, как будто там зайда. Поэтому мы работаем цветом до линии смыкания, то есть чтобы когда губки были сомкнуты, у нас они сходились вот здесь вот в красивый уголочек, в одну точечку. Раньше мне нравилось, когда я закрашивала губы полностью цветом, сейчас я делаю исключительно тонкой линией. Мне так больше нравится. То есть я наметила себе линию, она неровная, где-то может быть толще, где-то тоньше. Сейчас я эти все моменты буду корректировать. То есть я пока себе просто визуально намечаю плюс-минус мою форму, чтобы понимать, с чем мне работать дальше. Вообще, если у вас губки с ярко выраженным кантом, кант это когда вот эта вот часть губы вот прям таким пиком складывается, бортиком, никогда не стоит перманентом выходить за этот бортик. Потому что, во-первых, сбоку это будет выглядеть, что сверху губа и внизу еще одна губа. Не эстетично это выглядит. Плюс перманентный макияж с кожей и с зоны губ будет сходить по-разному. И уже через полгода вы увидите разный оттенок. Это тоже будет очень сильно читаться. Поэтому я не рекомендую заниматься вот этим вот увеличением губ. Хотите увеличить губы, увеличьте их гиалуронкой. Скорректировать где-то там полмиллиметра, миллиметр, без проблем. А выравнивать на сантиметр, выходить за контур и увеличивать, это некрасиво. Далее я использую вот такие вот палочки. Это может быть обычная зубочистка, вы можете на нее накручивать ватку тоненько. Она тонкая и аккуратно может мне скорректировать вот эту вот мою тоненькую, сделать линию тоньше. Ватной палочкой неудобно, у нее головка толще. Я покупаю такие уже готовые и потихонечку начинаю подтирать линию, делая ее более тонкой, чтобы она была одинаково тонкая во всех участках. Потому что если она будет разной толщины, вы, соответственно, по-разному будете видеть рисунок. И вы не сможете оценить четко симметрию. Вот видите, я внутри вытерла, и вот здесь вот у меня уже получается неровная линия.
А так изначально, когда оно было подкрашено, я этого не видела. На ватном спонже у меня обычная мицеллярка. Я смачиваю палочку и потихонечку выравниваю свой контур. Сильно. Просим клиента сложить губки сильно, не просто так слегка, а именно сильно сложить и смотрим, где у нас есть несовпадения, где есть какие-то неровности. И подправляем их, потому что когда губки в спокойном состоянии, это не всегда может быть видно, или вы не всегда можете обратить на это внимание. Вы обязательно смотрите в разных... Еще раз. Ага, расслабили. Вот у меня, еще раз делайте. Вот здесь вот у меня уголочки сходятся, а здесь получается верхний чуть-чуть выше, ближе сюда, этот немножко дальше. Мне нужно их выровнять. Они должны четко сходиться в одну точку, тогда это будет красиво. Теперь сходятся, расслабляем. А теперь улыбнулись. Расслабили. И обязательно просматривайте губы с боковой стороны, чтобы линия, вот эти вот линии, они красиво шли на подъем, не было никаких провальных частей. Некоторые для закрепления пользуются белым карандашом, обводя по контуру. Ну, я не пользуюсь, не знаю. Мне и так все, в принципе, хорошо видно. Далее мы показываем эскиз нашему клиенту, утверждаем его и переходим к выбору цвета. Хочу провести конкурс. Через месяц после публикации этого видео среди наших подписчиков мы выберем самый классный и интересный комментарий. И с этим человеком мы проведем часовую скайп-конференцию, разберем все интересующие вопросы. А о результатах мы объявим в нашем инстаграм-аккаунте T-Lab. Так что не пропустите, подписывайтесь. Все подробности в описании под этим видео. Мы сейчас будем наносить анестезийку. Я подготовила себе капсики, как обычно. Мы выбрали цвет. Цвет у нас Naturel, пигмент фирмы Shine, очень натуральный, очень нежный оттенок. Для вторичной анестезии я буду использовать Sustain, для первички у меня PMU крем. Наносить я его буду из шприца с обрезанной иголочкой. Буду наносить по зоне губ и немножечко над контуром. Я не буду класть пленочку, дабы не дубить сильно губы. Этого будет достаточно для того, чтобы я сделала первый проход. Итак, вот так вот аккуратненько. Почему наношу из шприца с иголочкой? Потому что я четко могу распределить его там, где мне нужно. Обычный шприц, просто обрезаете иголку какими-нибудь ножничками для металла. И также я наношу анестезию на глазки, то есть четко можно попасть туда, где нужно. На нижнюю.
Анестезии я наношу немало, не жалея. И также я наношу на самую чувствительную центральную часть под линию контура, снизу и там, где у нас бантик, сверху. Потому что здесь проходит пучок нервов и достаточно много нервных окончаний, достаточно болезненно. Сегодня я буду работать на скорпиончике, в последнее время мне полюбившемся. И начнем мы с иголочки с модуля Квадрон 03 1РЛ острой заточки. Мы ставим наш модуль. Пока у меня скорость 7,2, пока ее такой и оставим. И мы засекаем время для губок минут 10-15. Аппликация. Пленочку я не наношу, как я уже сказала, для того, чтобы сильно не дубить губы. Работаю я поверхностно, поэтому будет достаточно того, что вот оно прихватится. Потом в процессе я буду подмазывать еще сустейн. Вот так вот я оборачиваю свой скорпиончик. Кто там переживал, что у него здесь входы, все закрыто, все отлично, пленочки. Сустейн капаю себе в капс, дабы его потом не трогать, поэтому я его отставляю. И также встряхиваем пигмент и набираем его себе тоже в капс. У нас уже прошло время экспозиции, 15 минут, и мы аккуратненько снимаем анестезию. Можно использовать ватную палочку, можно использовать ватный диск, аккуратно, не затрагивая наш эскиз. Как вы видите, весь эскиз остался на месте, ничего нигде не поплыло, и мы четко видим нашу форму. Как я уже сказала, сегодня я буду работать скорпионом. Вольтаж на блоке Critical у меня стоит 7,2. Вылет иголочки где-то миллиметра 3. Начинаем аккуратненько с контурной части. Контурную часть я не растягиваю сильно. Просто подворачиваю, чтобы у меня четко была видна линия. То есть я наступаю на губку, и у меня выворачивается линия для того, чтобы я видела, что красить. Иголочка у меня перпендикулярна. И движениями внахлёст я начинаю прорабатывать контурную зону. В данной работе я не буду делать четкого контура, поэтому я пробегусь по контуру буквально один раз. И больше к нему не буду возвращаться. То есть моя задача равномерно распределить цвет, и за счет цвета и равномерности его распределения по всему полотну губ я сохраню вот эту вот собранность формы. Для того, чтобы проверить, красится у меня или не красится, я беру ватную палочку и аккуратненько проверяю. У меня есть легкий намек на мой контур. Мне этого достаточно. Если неудобно вот так вот делать и выворачивать, можно прихватить губку с двух сторон, чтобы она немножко как выдулась, и работать по линии. Обязательно возвращаясь на предыдущее место. Мы не убегаем быстро с этого места, мы как бы задерживаемся немножечко. У нас шаг должен быть 80 на 20. То есть 80% мы возвращаемся назад, 20% вперед. И постепенно таким образом мы двигаемся по нашей линии контура. Видно?
что остается легкая полосочка. Работая вот в таком вот формате, когда вы не задерживаетесь, не ведете прям линию, вот такой вот контур, он не останется. То есть это просто такая наметка для того, чтобы удержать форму, чтобы я не потеряла свою форму. Чаще всего в зоне бантика возникает проблема, и ее сложно фиксировать. Вы можете прихватить бантик вот таким вот образом, и у вас сразу линия станет ближе, ну как бы удобнее вам ее будет фиксировать. Я ее, видите, поджимаю с двух сторон, как бы натягиваю губу за счет вот этого защипа. И точно таким же образом 80/20 потихонечку двигаюсь. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done. Видите, я закончила здесь, но я возвращаюсь аж отсюда и тяну линию свою дальше. То есть не стык в стык, чтобы у меня не было просветов. And waiting around, it's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time Уголки всегда плохо красятся, поэтому немножечко задерживаемся на них. Вот здесь хорошо видно, что у меня, видите, остается. Она не четкая, она просто вот наметочка. Наметка на то, что у меня форма сохранилась. Дальше я беру эту губку и быстренько, не с целью закрасить, а с целью просто немножко сделать, поранить кожу, да, вскрыть кожицу, для того, чтобы нанести вторичную анестезию. Нажимаю на губку, ее чуть-чуть подвыворачивая. Здесь я работаю штрихом. Просто раскидываю точечку. У меня в любом случае какой-то минимальный прокрас все равно будет. То есть это не просто проход пустой иглой, а все равно мы проходимся с цветом, для того, чтобы хоть какая-то точечка да осталась. Но я не стремлюсь сейчас там выровнять полотно и сделать его каким-то равномерным. Натяжку здесь я тоже не делаю прям супер натяжку. Я натягиваю губку так, чтобы у меня было просто ровное полотно. Потому что если я натяну или не натяну, у меня, видите, складочки есть на губах. Иголочка будет в них стопориться. Поэтому вы делаете легкую натяжку, чтобы просто было ровненькое полотно. Не задерживаясь, быстро пробежались. Вытираем пигмент. Смотрим, что у нас есть фиксация. Сейчас под анестезийкой немножко фиксация станет более яркой и более понятной. Но, в принципе, при близком рассмотрении видно вот нашу легенькую линию. Нам этого достаточно. Больше она не должна быть, если мы работаем без контурной техники. Наносим сустейн.
пока переходим к нижней губке. Yeah, I feel that. Yeah, you're up in space. You're inside the noise. I can feel you. То же самое повторяем с нижней губкой. Слегка растянули просто, чтобы у меня было ровное полотно. И такими же движениями, как бы набирая контур, не веду я линию четкую. 80 на 20, 80% возвращаемся, 20 вперед. Девочки, это очень-очень важно, и мальчики. Это очень-очень важно, потому что если вы будете в одну линию вот так вот вести, у вас либо останется четкая она, либо вообще не останется, и вы потеряете форму. Поэтому не забывайте возвращаться на эту линию. За счет того, что это движение быстрое, у вас получится мягко зафиксировать вашу форму и не законтурить ее. Сомневаетесь, проверяйте. То есть я девочкам на курсе говорю: вы сомневаетесь, проверьте. Видите, я вытираю, у меня остается эта линия. Штрих достаточно длинный, не мелкий. Потому что мелкий штрих, он даст более четкий прокрас. А мне сейчас четкость не нужна. Вот в этой зоне тоже очень часто плохо берется, поэтому тут можно задержаться немножечко и пройтись еще несколько раз по именно центральной части нижней губы. Но не задерживаясь, а вот такими летающими, пролетающими движениями. Вы должны чувствовать сцепку кожи и иголочки. То есть на самом кончике иголочки вы, пролетая, за нее цепляетесь. Вот, видите? Больше оставаться не должно. Больше это уже будет история четкого контура. Опять же, не забывайте, я закончила здесь, но начинаю я вот отсюда и тяну линию дальше. Вообще вот эту схему 80 на 20, она в принципе на протяжении всей работы присутствует на любой зоне. То есть вы должны возвращаться на предыдущий штрих, задерживаясь немножко на зоне. То есть не за счет глубины силы нажатия, но за счет наслоения цвета. То есть вы все равно какую-то точечку оставляете. И за счет наслоения этой точечки вы получаете уже оттенок. Вот здесь у меня не осталось. Мне надо еще, видите, у меня здесь пусто. Значит, я еще пройдусь чуть-чуть больше, поднажму на губу. Нажатие у меня остается такое же на иголочку. Просто чуть-чуть увеличу натяжку. И еще раз пробегусь по этому месту. Вот, теперь есть. И теперь сразу пробегаемся по поверхности. Делаем царапки. Немножечко расцарапываем кожицу, чтобы в нее положить пигмент. Видите, я не растягиваю, а я нажимаю на губку, чтобы она у меня вывернулась. И полотно было прям вот мне удобно для работы. Не тянитесь за губу, не надо вот так вот тянуться туда. Потому что будете тянуться, вы поставите машинку под наклоном. И игла будет заходить не перпендикулярно, а будет заходить под углом. Это даст большую травму. А большая травма даст и больший отек, больше какой-то реабилитационный
период. И приживляемость пигмента, она будет хуже. Потому что если вы сильно переработаете кожу губ, у вас она просто вытолкнет пигмент, когда будет заживать. Все, с корочкой уйдет и все. Вытираем наш пигмент, можно уже сверху. Видите, у нас анестезия побелела кожица, и как хорошо видно контур, четко. Смотрите, все на месте. Форма зафиксирована вообще отлично. И вот такой контур, поверьте, когда заживет, его не останется. Если я по нему еще не поработаю, его не останется. Но цветом я зайду прямо под него. И за счет того, что я зайду на него цветом, у меня просто сохранится вот эта вот форма изначальная, которую мы рисовали. Наносим анестезию. Для анестезии мы используем Sustain. Намазали. Кожица отдыхает. И мы приступаем к закрасу. В уголочках неудобно работать, потому что натяжка, натянуть сложно. Поэтому мы уголочек выворачиваем и работаем не вдоль губки, а немножко как вот по диагонали. И такими быстрыми цепляющими движениями того же штриха. Но заметьте, у меня вот есть участочек, видите, вот все, я выбрала. Я теперь возвращаюсь тем же штрихом 80/20, то есть на 20% я захожу на предыдущий штрих, и на 80% я... Точнее, на 80 я захожу на предыдущий, и только на 20 я двигаюсь вперед. И вот такими вот движениями я закрашиваю наше полотно. Я не спешу двигаться по губе быстро, дальше, сразу там прокрасить все плотную историю. Больно. Вот мы поработали, смотрите, уже легли все мои точечки, и их уже четко видно. И в таком формате продолжаем двигаться по губе. Возле контура, смотрите, я подхожу медленнее немножечко, задерживаюсь тут, и потом уже от него делаю так же, как и предыдущий блок. Штрихи друг к дружке плотно, легко, без нажима, на самом кончике иголочки. Постепенно спускаясь к слизистой. Губку я подвыворачиваю, чтобы мне было удобно и видно все. Если губки маленькие и неудобно ее выворачивать, вы можете положить ватный спонжик на зубы. Тогда и краска не будет затекать, и губы немножко развернутся, и вам будет виднее. Я начинаю не стык в стык, я захватываю предыдущий участок. То есть я закончила участок здесь, а начала немножко раньше. Чтобы у меня не было стыков. Если вы будете работать стык в стык, вы четко не попадете, у вас все равно будут они видны. Поэтому всегда начинайте немножечко раньше. Я же говорю, вот эта схема 80/20, запомните ее и применяйте везде. Тогда у вас будет максимально ровное, максимально равномерное полотно по цвету. Потому что вы будете наслаивать пигмент друг на дружку, и у вас вот эти точечки, они будут перемешиваться, и стыков никаких не будет видно. Немножечко залажу на слизистую, выворачиваю губку. И заметьте, я в процессе работы, то есть я крашу здесь,
Вот у меня губка так. Я начинаю передвигаться, я ее подворачиваю наружу. Ну, уже четко видно, да, вот зона проработанная и вот еще не проработанная. Уже хорошо ложится цвет, и мы отлично видим остаточек. Если натянуть, все, каждая точечка у меня вон сохранена. По большому счету, даже одного такого прохода для лайт-эффекта будет достаточно. Все зависит от того, какой вы эффект хотите добиться по итогу, по заживлению. Если более плотный прокрас, то делаете там 3-4 таких прохода. Если более легкий, то делаете один вот такой основной. И вторым я буду уже просто дотягивать места, которые мне будет не хватать по цвету. Чаще всего это там приконтурная зона и зона смыкания. Работаю на кончике, на самом кончике иголочки. Я не натягиваю, не рву кожу, не делаю сильно-сильно-сильно барабанов никаких, потому что происходит, когда вы сильно натягиваете кожу? Натяжка должна быть. Без натяжки вы будете делать ранку, но не будете красить. Но и не вот так вот сильно, потому что чем сильнее вы натягиваете кожу, тем тоньше она становится. То есть вы ее истончаете. Иголочка острая. В данном случае у меня острая заточка. Она и так пробьет эту кожу. Тем более губы это очень нежная зона. И вытягивать ее до бела я не вижу смысла. Будет больше травмы, будет больше отек. Тут и так дофига капилляров и всего остального. Тут и так, по большому счету, ну какая-то травма больше, скажем, чем на бровях, например. Поэтому не рвите кожу, не делайте из нее белое-белое от самой натяжки. Главное, не спеша, не торопясь. Закончила я здесь, возвращаюсь я отсюда. Это очень важно, ребят. Но это, наверное, самая важная и самая большая ошибка, то, что мастера пытаются бежать вперед. На самом деле губы достаточно такая монотонная работа. В каком плане? Что ты сидишь и вот четко контролируешь свое передвижение. Это передвижение должно быть сбалансированным, да, чтобы не скакать от... Почему неравномерность получается? Тут покрасила, там покрасила, здесь покрасила, здесь покрасила. Вот оно неравномерно и получается. Если у вас равномерная схема, ну, то есть вот такой схеме, как я показываю, вы четко и равномерно будете красить, то оно и заживет так же, и вам не надо будет докрашивать его локально, там, местами и так далее. То есть что это не приведет к тому, что оно четко и одинаково разложит пиксель. Вон, смотрите, пиксель идеально разложен, идеально по всей поверхности губы. Зона при контуре, она всегда немножко плотнее, поэтому на нее нужно будет немножко больше уделить времени. А вот эта зона смыкания, она все время находится в увлажненной части плюс контактная часть. Поэтому я ее всегда, когда делаю, я по ней прохожусь на 1-1,5 прохода больше. Почему? Потому что когда заживает, там съедается больше пигмента. И если я изначально ее немножечко больше пройдусь, то, соответственно, когда оно заживет, оно станет равномерно с вот этой вот историей. Не спеша. Видите, я не толчусь, конечно, на одном месте, но и не спешу сильно размахиваться и делать более быстрый прокрас. У контура чуть-чуть замедлились. Набросали нашу точечку. Поменяли направление внутрь. И работаем штрихом плотным 80/20, 70/30, но не 50/50. Вот 50/50 тоже плохо. То есть заход должен быть больше. Чем больше, тем лучше.
Легче больно. При контуре поработали вдоль контура и потихонечку начинаем опускаться. У нас половинка верхней губы сделана, половинка не сделана. То есть видно, насколько у нас видна разница. Но здесь еще цвет. Смотрите, если бы у нас был более яркий цвет, то было бы более ярко видно разница. Цвет у нас здесь натуральный. То есть, соответственно, яркого рисунка супер тоже не ждите. Не пытайтесь закрасить. Отдавайте отчет тому, чем вы работаете. Если вы работаете каким-то нюдовым оттенком, не пытайтесь из него сделать ярко-коричневую помаду. Потому что это неправильно. Нюд, он должен оставаться нюдом. У вас должно быть пространство натуральной губы между вашей точкой. Я разравниваю, но не натягиваю. Подвыворачиваю губу, чтобы мне было видно, куда я крашу. Не забывайте поворачивать голову клиента, потому что очень часто я вижу, когда девочки работают, начинают вот так вот что-то делать, вот так вот подгибаться. Вы же тем самым себе иглу ставите не под правильный угол. И рисунок у вас уже совершенно меняется. Голова у клиента крутится, и ничего страшного, если вы чуть-чуть ее повернете, сделайте так, как удобно вам. Чтобы вы видели то, что вы красите, а не подлазили из-под коленки под вашу зону. Для кого подходит вообще нюдовая техника? Ну, в первую очередь это типа модно. Но модно это хорошо. Также такая техника, она может скорректировать. То есть в данном случае что? Губы шикарные свои, вот, офигенные, но с одной стороны контур, как мы видели, более четкий, свой, натуральный, а с другой стороны он немножко съеденный. Это может быть там связано с, например, частыми высыпаниями герпеса, подъедается пигмент. Это может быть связано с тем, что подколотые губки, да, то есть если часто увеличиваются губки, немножко разъедается и съедается цвет. Это может быть обусловлено возрастными изменениями, потому что так или иначе пигментация с губ с возрастом уходит.
И вот с помощью такой нюдовой техники, да, вуальной, нюдовой, кто как называет ее, вы можете скорректировать вот эти недостатки. То есть у вас не будет эффекта, что у вас закрашены губы помадой, но при этом они будут за счет мягкого натурального оттенка собраны в одну единую форму. То есть он не выглядит, да, кричащим у нас. Сейчас даже мы видим там по работе, что оттенок очень мягкий, натуральный, плюс когда он заживет, он еще немножечко смягчится и ляжет в коже. То есть с таким оттенком не факт, что вас поймут, что у вас там губы сделаны. Свои губы. Свеженькие. Также с помощью нюдовой техники вы можете освежить губки. Просто вот молоденькие девчонки, у которых вроде и губки, и все хорошо, но вот цвет там синевой. Это тоже можно скорректировать. Синеватый оттенок губ тоже корректируется с помощью акварельных техник. То есть это такая вот максимум натуральная, максимально естественная и самое незаметное, что можно сделать на сегодняшний день на губах. Еще можно сделать эту акварельную технику в виде тинта. Корейские тинты. Все пробовали? Знают, что это такое? Это когда вы красите какой-то помадкой себе губы, а потом вытираете, и у вас вот этот пигмент, он немножко как въедается в губы. И с помощью акварели можно сделать как? Приконтурную зону делать светлее, вот эту всю часть сделать светлее, и делать акцент только в среднюю линию. И у вас получится такой тинт. В той же технике, что я показываю, просто немножко по-другому распределите слои. Тогда вы будете вести не контур, а вы сразу будете вести по всем губам первый проход. Еще, девчонки, есть такой лайфхак. Кто боится потерять контур при первом проходе. Очень тяжело работать с нюдовыми цветами, если вы не чувствуете на 100% кожу, к примеру, да, и сомневаетесь там в своей руке, но контур нужно зафиксировать четко. Нюдовый цвет очень светлый, и, соответственно, его не всегда хорошо видно. Так вот, вы можете взять любой алый оттенок, теплый красный, какой-то вот с коралловый, разбавить его либо водой для инъекции, либо специальным разбавителем, кто чем. Ну, то есть сбить консистенцию цвета, яркость цвета. И первый проход легенько сделать этим цветом, вот этот вот по контуру. То есть он 100% у вас ляжет, и вы 100% увидите форму. Но он у вас при заживлении либо рассыпется, либо там не останется. Ну и в любом случае алый оттенок, он никогда не испортит вам общий вид, общую картину. И все. И дальше вы уже берете свой цвет, которым работаете, ваш нюдовый оттенок, и работаете им. Я хочу уже закончить сейчас верхнюю губку, поэтому я чуть-чуть нанесу на нее анестезийку. Пока сейчас докрашиваю уголочек. Помним, да, что уголки плохо прокрашиваются, поэтому мы его вытягиваем и немножечко на нем задерживаемся. Делаем не нажимом, девочки, пожалуйста, не нажимом. И мальчики. Все время забываю, что у нас еще и мальчики смотрят. Не нажимайте, губы тонкие, тонкая кожа на губах. Не надо нажимать, потому что будете нажимать, у вас потом будет такая некрасивая точка видна. Видите, я прям вот задерживаюсь на уголке, для того, чтобы его хорошенечко прокрасить. Прям не спешу. Здесь прям по схеме 90/10. На 90% возвращаюсь на предыдущий штрих и на 10% только вперед ухожу. Тогда у вас будет четкий прокрашенный уголочек. Анестезию долго не наносите уже второй раз.
Ну, я не рекомендую, потому что она сейчас будет дуть губы и будет их делать, немножко дубить. Вот я уже тут немножко передержала, видите, она сильно побелела. Мне надо было раньше немного вытереть ее. Если произошло так, что у вас поддубилась кожа, можете взять вазелин и смазать вазелином. Вазелин немного смягчит ее, и вам будет проще работать. Сейчас я буду еще один проход делать, но уже не такой, допустим, плотненький, и смотреть, где мне не хватает пигмента. Можно уголочки сделать более насыщенные, а дальше немножко светлее. Ну, и по факту, по заживлению оно практически не будет отличаться. Так, в полутонах можно будет увидеть. But if I'm honest, I know this whole thing has been a sign that I'm running out of time. I'm not gonna lie tonight. Чем больше будете заходить на слизистую, тем больше будет отек. Но не заходить туда, я тоже считаю, что это неправильно, потому что некрасиво, когда цвет есть здесь, а там пусто. Поэтому отек обычно держится там до 2 часов. Я думаю, что можно это пережить. Не думаю, а уверена, что можно это пережить, чтобы просто красивый был рисунок. Просто предупредите клиента, что первые там 2 часа они будут уточками. Потом оно потихонечку начинает стухать, и в принципе все эстетично выглядит, и можно не брать отпуск на 3 дня. Губы заживают быстрее всего. Именно видимая часть, то есть они на 2-й, на 3-й день отшелушиваются, потому что травма здесь минимальная, регенерация высокая, поэтому буквально 2-3 дня они легенько сшелушились, и все. Из ухода мы рекомендуем протирать хлоргексидином и смазывать вазелином, который мы даем там, с маслами, с увлажнениями, с витаминками, именно вазелином, потому что в гигиенических помадах сейчас еще вазелин поди найди. Там все что угодно, кроме вазелина. Вот, кремами никакими мы не лечим. Здесь нету травмы такой вот, прям травмы, чтобы ее надо было лечить. Там, бепантенами или еще чем-то. Кто-то меня спрашивал, траумелем. Я говорю, ну тут нет такой травмы, чтобы ее лечить траумелем. Этим проходом я прохожусь и проверяю себя, где у меня какие места есть не прокрашенные. И обязательно просматриваю вот эту вот часть. Видите, вот здесь вот. Просматривайте ее. Забывают очень часто, очень много. Смотрите, здесь видите мало. Я его прям завожу вот сюда вот. Легенько, легенько, раз, напушила, напылила. Тут очень классно хватается, буквально, ну вот один проход и все, и оно, видите, уже цвет лежит. То есть там много долбаться не надо, чтобы его прокрасить. Только не давите на губы. Чем больше будете давить, тянуть, тем больше будет травма. Здесь мы немножко, буквально на полмиллиметра выходили за пределы своего контура, поэтому я чуть-чуть здесь плотнее положу цвет. Он может немножко отличаться вот сразу после процедуры, когда заживет, оно будет выровняется. Потому что здесь как бы такой полмиллиметра кожи. У меня спонжик все время в руке, я держу, я все время протираю и смотрю. Даже если вы дотягиваете контур, девочки и мальчики, я учусь когда-то, я не перестану забывать. Даже если вы подтягиваете контур, то не подтягивайте его линии, подтягивайте его так, как мы вот делали в начале, набирая вот эту линию
понемножку, чтобы не контурнуть ту часть, которая нам не нужна. Пройдитесь по нему лучше несколько раз, чем одной линией, и шмяк, и будет прям полоса. Некрасиво. You're gone now. Will you call me back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a no. Вот эта зона часто остается беловатой. Вот именно серединка вот здесь. Вот, так что можете на ней чуть-чуть дольше задержаться. I hope it means that you'll come. Я ее, конечно, сейчас поработаю, пойдет отек, но без нее мне вообще не нравится эта история. Она некрасиво получается. Чаще всего на пухлых губках, когда девочки улыбаются, оно немножко как подворачивается, и когда там белое, оно такое. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your end destination. You're far away and yet so close. Yeah, I feel that. Yeah, I feel that. Yeah, you're up in space. You're inside the noise. I can feel you. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your end destination. You're gone now. Oh, you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your end destination. Закончили проход на верхней губке. Я там нанесла анестезию. Мне надо по контуру буквально точечно доставить, но уже кожа перетружена. Поэтому я чуть-чуть подмазала по контуру. Буквально на несколько секунд. Сейчас вытру. Блок один сделаю на нижний. Блин. Не забываем про наши уголки, которые надо хорошенечко развернуть, чтобы долезть до них и прокрасить. Убираем с верхнюю анестезийку. И буквально точечно тут доработаем. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking Вверх, готов. direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Теперь делаем такие же блоки, как на верхней, только на нижней.
контура, вдоль контура немножечко поднимаемся, линия к линии и ныряем в губку. Смотрите, вот я почувствовала сейчас, я перетянула кожу, то есть я сильную натяжку сделала, работала легко, но все равно травма есть, немножко росит. Я убрала натяжку, и сразу у меня по-другому себя кожа стала вести. То есть росить может, но не сильно и местами, а не постоянно. То есть если где-то выделяется сукровичка, ну то есть это норма, а если по всем губам, то значит поменяйте что-то. Уменьшите натяжку, либо наоборот разровняйте площадь. Уменьшите мах, уменьшите вольтаж, то есть поиграйтесь. У вас кожа, она вам сама подсказывает, что-то здесь не так. Я увлеклась и поднажала сильно. Я кожу перетянула сильно-сильно, растянула ее. Нажим остался тот же, но за счет того, что я ее растянула, она тоньше стала, у меня и травма идет больше, соответственно. У контура поработали вдоль и выходим на наш блок. Еще, девочки, часто такое бывает, что вы пользуетесь колпачками, куда наливаете краску, пластиковыми. Мы раньше тоже такими пользовались. И во время обучения девочки часто работают, ударяются носиком иголки о колпачок. Кончик иголки очень-очень тоненький, и такого удара может быть достаточно для того, чтобы он подогнулся. Так визуально вроде все норм, но когда вы работаете, у вас губы начинают росить, потому что кончик подогнут, и он рвет кожу. Контролируйте этот процесс. Это легко проверить на ватном спонже. Берете сухой ватный спонж, и у вас он, когда вы вот так вот проводите по нему, у вас не должно ничего цепляться за ватный спонжик. Если он цепляет, если иголочка цепляет спонжик, значит кончик иглы подогнут. Но чтобы такого не происходило, и дабы себя перестраховать, я бы рекомендовала использовать силиконовые капсы. Они очень удобные в использовании. Даже если вы бьетесь о вот такие вот, здесь стоит, вот видите, он силиконовый. И даже если вы ударяетесь о него носиком, он не загибает кончик иглы. Просто если у вас это произошло в процессе работы, и вы не заметили, вы губки перетравмируете, пигмента почти не останется, потому что они будут передертые. И с корочками весь пигмент выйдет. Немножечко вдоль и сюда вовнутрь. Точно так же выворачиваете себе, работаете внутри, значит подверните губку так, чтобы внутренняя часть вам развернулась, и вы ее хорошо видели. У меня сохраняется схема 80/20. Вот я здесь закончила. Начинаю следующий блок я вот отсюда. Прохожусь вдоль контура. Во время работы я использую зеленое мыло.
протираю, ну, чтобы протирать пигмент, просто зеленое мыло. Оно у меня набрано в лоточек ватными спонжиками. Я все время протираю себе, чтобы видеть и очищать свою зону от пигмента. Никаких мицеллярок, хлоргексидинов. Хлоргексидин тоже я не понимаю, он подсушивает, зачем во время работы. Зеленое мыло, оно с антисептическим эффектом, оно специально для этих целей разработано. Стоит оно не таких больших денег, вы покупаете концентрат, разводите его 1 к 10, набираете вот в такую вот бутылочку, которую вы во время процедуры оборачиваете пленкой одноразовой. Наливаете себе его куда-то, либо на спонжи, кто-то на спонжи наливает, кто-то наливает отдельно в емкость. Вот. И работаете. Идеальный вариант, не надо придумывать велосипед. I tried so hard to let go. Writing poetry. Здесь тоже выворачиваете губку и заходите на слизистую часть. Потому что если она будет не закрашена, тоже будет очень видно. Особенно если чуть-чуть приоткрытый рот, все равно у нас, когда идет приоткрытый, чуть-чуть нижняя губа подворачивается, это видно. Некрасиво. То есть немножко, просто вот чтобы оно растяжкой шло. Не надо там прокрасить как помадой, но чтобы оно мягко входило в цвет губы. Чтобы не было такого оборванного рисунка. Оно когда заживет вот это все, ну видите, так по чуть-чуть рассыпаться. Здесь, смотрите, хорошо сейчас видно точку. Плотнее, меньше, и уходит практически в свой цвет губ. И когда заживет, оно как раз вот гармонично будет смотреться. Не будет такого оборванного рисунка. Сверху есть, снизу нет. A sign that I'm running out of time. I'm not gonna lie tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. Еще хотела сказать, чтобы вы не пугались, когда вы вот заканчиваете работу, например. Верхняя губа у нас закончена, но здесь есть вот такие вот микробеленькие пробельчики. Это не страшно. Почему? Потому что анестезия еще действует. Видите, ободок такой белый вокруг. То есть анестезия еще действует. То есть она, получается, что делает анестезия? Она сокращает сосуды и отгоняет, получается, кровь от места, на котором мы работаем. То есть кожа белеет. Когда анестезия отпустит и восстановится кровообращение в этой зоне, и сосудики станут на место, цвет кожи приобретет, цвет губ приобретет свой натуральный оттенок, это все сгладится. То есть наша задача сделать губы в нюдовой технике, в акварельной технике, как хотите ее называйте. Что она предполагает? Она предполагает разряженное количество точек на сантиметр кожи, грубо говоря. Мы как раз здесь видим, что у нас разряженные точки, просвечивается своя губка, и именно это создаст вам эффект акварели. Если вам нужна помада, тогда сидите и красьте еще 2-3 таких слоя для того, чтобы создать эффект помады, чтобы вот этого просвета кожи практически не было видно. Он был минимальный, тогда вы получите помадный эффект. Но не путайте акварель с помадой. То есть некоторые пытаются закрасить это и потом получают такие забитые губы. И еще, не используйте на губы коричневые оттенки. Очень частый запрос. Вот. Я как-то приезжала давала мастер-класс, и пришла модель, говорит, хочу коричневые губы. Приносит помаду прям реально коричневого цвета. Поймите, помада и перманентный макияж – это разные вещи. Помаду вы кладете наверх, а вот все, что касается перманентного, вы кладете в кожу. Если вы положите коричневый чистый какой-нибудь цвет в губы, на выходе получите черти что, синее, серое, зеленое, все что угодно. Есть оттенки, там типа нюд-нюд, которые для губ, которые такие светлые, бежевые. Я бы их тоже не рекомендовала использовать. Почему? В них очень много белил. Белил – это оксид титана, и он ложится в кожу как замазка. Вы сделаете красивые губы, ну походит с ними девочка буквально там месяца 3-4, ну там до полугода, а потом она начнет выходить, будет оставаться вот эта вот тяжелая молекула титана, она смотрится реально как замазка в губах. И ее очень тяжело оттуда вывести и перекрыть.
Поэтому я бы не рекомендовала такие прям белесые цвета использовать, потому что это потом приведет к некрасивому остатку через время. Думайте наперед, что вы с этим человеком будете делать через год, через два, и что девочки потом делают. Потом это только выводить через ремуверы, потому что даже лазер этого не увидит. Вообще это некрасиво. То есть все стремятся к натуральности, а натуральные губы, берем там детские, юношеские губы, они розоватенькие, они красноватые, но никак не коричневые или белые. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, na, na. God, I'm sick of this waiting. You got me going crazy tonight. So why don't you come on over and be my somebody to love? На нижней губе не очень удобно красить все в один штрих, поэтому я имею в виду вот как блоками раз, ну мне неудобно центральную часть, поэтому я прорабатываю максимально низ, то что при контуре, да, прохожусь по нему несколько раз и потом по чуть-чуть начинаю подниматься тоже сюда вверх, уже внутрь заходя. Не спеша. Оставляем нашу схему 80-20 или 90-10, кому как нравится, но не меньше, чем 30% вперед, 70% назад. Немножко выворачиваю губку сюда, поднимаемся, прорабатываем. You're far away, and yet so close. Yeah, I feel that. Я внутри не докрасила, у меня немножко пересохла губа, поэтому я ее протерла и докрашу сейчас внутри. I can feel you. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. Можно наискосок делать, то есть я сделала сюда штрихи, а сейчас сделаю немножко в другую сторону, по диагонали, дабы раскидать точечку свою, делаю по диагонали. Видите, подхожу к контуру и меняю немного направление. Все равно иду вдоль. Вытягиваю вот эту вот толщину. Отсюда могу уже уходить в диагональ. И уже отсюда пошла наверх. Или внутрь. I hope I'll be your destination. Смотрите, этот уголочек очень неудобно вот так вот растягивать. Что вы можете сделать? Вы можете завести ручку с этой стороны
И вот так вот себе раз и вывернуть его. И смотрите, как удобно его сразу красить. Четко все видно. Все полотно. И спокойненько его закрашиваете. Если вы хотите поработать вовнутрь, вы можете еще немножко заехать за голову клиента, и вам тогда будет удобно поработать вовнутрь. Вообще внутреннюю часть удобно с этой стороны прорабатывать. Все, уголочек у нас прокрашен. А нам остался последний проход по нижней губке, завершающий. Сюда мы немного подмажем анестезийки. В принципе, цвет лежит хорошо. Проблематичнее всего и болезненнее вот эта вот зона, поэтому я сюда сделаю акцент. Здесь у меня буквально чуть-чуть, вот здесь в уголке не хватает. Я сейчас добавлю. Возле контура вдоль я иду, замедляясь. Здесь уже внутрь. Заметьте, я когда иду вдоль, у меня рука опирается локтем на клиента. То есть, не опирается, но придерживается, да, чтобы локоть не ходил у меня. А когда сюда, я переставляю ручку и локоть прижимаю к себе. Локоть у меня не летает в воздухе, чтобы у вас была четкая фиксация, чтобы не было дребезжания руки. Здесь у меня белое пятнышко, я прям на нем задерживаюсь, но очень-очень легенько тут, прям еле-еле касаясь кожицы. Просто за счет наслоения цвета. Как бы на этом месте чуть-чуть задержалась. Вот видите? Если губы подколоты гиалуронкой, то отек на таких губах может быть больше, потому что вы делаете травму. Гиалуронка сама по себе натягивает еще жидкость, то есть ваша травма плюс жидкость на гиалуронку, что вы работаете с этой зоной, она может дать отек больше. Не пугайтесь, просто объясните девочке, объясните себе в конце концов, чтобы вы в обморок не падали. Отеки бывают абсолютно разные. Вот честно, из практики могу сказать. Все очень индивидуально. У кого-то вообще ничего, а у кого-то губа до носа достает. Поэтому главное, не паникуйте. Спрашивайте, собирайте анамнез клиента. Есть аллергии, нет аллергии, были случаи, не были случаи. И все. Просто учитывайте то, что губы на гиалуроне, которые они будут немножечко больше отекать. Ну, хотя в данном случае губки слегка подколоты были полгода назад, но отек минимальный, как вы видите, практически его и нет. Ну, здесь и травма тоже минимальная, то есть у нас практически не росила за всю процедуру. Нижняя губа всегда чуть-чуть больше дает росы, чем верхняя, тоже не пугайтесь этого. Вот, но практически не было росы на верхней и совсем немного на нижней. To
I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Заканчиваем наши губки. Дотягиваем места, растягиваем губу, просматриваем, есть ли где-то недочеты. И смотрите, когда вы растягиваете губку, может вам показаться, вот, например, где-то здесь пятнышко белое, видите, вот оно белое. Но когда я натягиваю, я четко вижу, что у меня все здесь в пикселях. Просто белесость может быть еще из анестезии, то, что я говорила. Поэтому проверяйте себя именно растяжкой и вот этой вот пиксельностью. Если там пиксели есть, и они равномерно расставлены, как, допустим, на белом участке, так и рядом, это видно, если натянуть, то тогда не надо, потому что если вы начнете докрашивать до однородного цвета вот это место, когда анестезия отойдет, у вас будет там пятно яркое. Ориентируйтесь по вот этому пикселю, по точке, натягивайте кожицу и просмотрите, четко ли там все точечки у вас стоят. Еще такой немножко обман зрения получается с анестезией. И потом можно наделать таких пятен по всем губам. Ну и как я всегда говорю, что лучше не докрасить. Если сомневаетесь, лучше не докрасить. Вы всегда сможете докрасить на коррекции, чем потом будете убирать или высветлять и так далее. Если есть какое-то сомнение, значит, отпустите девочку, пусть заживает. А когда будет коррекция, посмотрите. Надо будет, дотянете там. Choke right when I see that you're all I really need. But if I'm honest, I know this whole thing has been a sign that I'm running out of time. I'm not gonna lie tonight, you don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna lie tonight, you don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready. Ни в коем случае не нажимайте здесь. Здесь тоненькая слизистая. Нажмете, будет точка некрасивая. Лучше напылите его легенько, легенько, легенько напылите. Оно тогда будет как прям натуральная свой цвет губ. Так некрасиво, когда здесь точек наставят, и потом не заживает, это все видно и вообще. You're gone now, will you call me back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you travel the world, all the spaces,
Ну вот мы закончили процедуру с Лерой акварельных губок. Вот результат, который у нас получился. Я очень довольна. Лера тоже нравится. Вот, будем ждать заживления. Посмотрим, должно быть немножечко мягче цвет, немножечко мягче по контурной части. Ну, а так, в принципе, все. Процедура комфортная, отек минимальный. После завершения мы нанесли легким слоем вазелин. И такой же уход мы рекомендуем впоследствии, пока не заживет. 3-4 дня и губки вот так. Так что на этом все, ребят. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых наших видео. И ждите. Если кому-то что-то непонятно, пишите в комментариях, буду стараться всем отвечать. Всем пока! You're gone now, but you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that.